Разрушительные наводнения накрыли Индию, Йемен и Пакистан, в Испании и США бушуют масштабные лесные пожары, а на Курилах разыгрался мощный циклон. Мир снова сталкивается с испытаниями. Обо всем этом прямо сейчас в выпуске «Горизонт событий». Приветствую вас, друзья! Пакистан столкнулся с масштабными наводнениями, вызванными интенсивными муссонными дождями и сбросами воды из индийских плотин. 27 августа ситуация в Сиалкоте, городе в провинции Пенджаб, резко обострилась. За предыдущие 24 часа в районе выпало от 335 до 364 мм осадков, что превысило максимум 1961 года. Сбросы из индийских плотин Тейн и Мадхапур серьезно усилили приток воды. Расход воды в реке Ченаб превысил 28 тысяч кубических метров в секунду. Это привело к локальным подтоплениям в районах Рангпура, Аллама, Игбал-Чаук, Дара-Раян и Прем-Нагар. Районы Касур, Наравал и Сиалкот частично затоплены, школы закрыты, а власти объявили чрезвычайное положение. В Пенджабе эвакуировано более 32 тысяч человек, и эвакуация продолжается. К спасательным операциям привлечена армия Пакистана. В лагеря для беженцев вывозятся семьи, скот и имущество. Пакистанская метеослужба и Национальное управление по чрезвычайным ситуациям предупреждают о продолжении дождей до 29 августа с возможным подъемом уровня в реках до очень высокого. Власти призывают жителей избегать прибрежных и низинных зон. Циклон обрушился на остров Фитуруп в Курильском районе Сахалинской области, вызвав ураганный ветер и перебои с электроснабжением, которые затронули дома и инфраструктуру. Местные власти сообщили, что были задействованы аварийные источники питания, чтобы обеспечить базовые нужды населения. Ветер также нанес ущерб зданиям. В Курильске повреждены фасады нескольких домов, а в поселке Горный пострадала кровля технического здания. Все восстановительные работы начнутся, как только улучшится погодная обстановка. В Йемене продолжаются сильные дожди, вызывающие внезапные наводнения и оползни в различных регионах. В западной части провинции Таиз наводнения и оползни обрушились на деревни Аль-Буриха и Аль-Маратеба в округе Джабаль-Хабаши. Сильные ливни, спровоцированные муссонным сезоном, привели к тому, что вода с горных склонов хлынула в низины, вызвав обвалы и подтопления. Видео с места событий показывают, как потоки воды и камни сносят дома, дороги и сельскохозяйственные угодья. Местные власти сообщают, что наводнение длилось несколько часов, заблокировав доступ к поселениям и повредив инфраструктуру. По предварительным данным, пострадали сотни семей, но точное число жертв не уточняется. В округе Джабаль-Хабаши, который является горным и уязвимым к таким событиям из-за рельефа, эвакуация жителей продолжается, чтобы избежать дополнительных потерь. Власти и гуманитарные организации развернули спасательные операции. В Таиз направлены бригады для расчистки завалов и распределения гуманитарной помощи. Метеослужба предупреждает о рисках дальнейших ливней до конца августа, что может привести к новым оползням. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными данные события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях, что происходит в вашем регионе. В Уфе сильный ветер опрокинул надувной батут с детьми в микрорайоне Затон на улице Летчиков. Инцидент произошел во дворе дома номер 2D, где аттракцион был установлен на детской площадке. По данным МЧС по Башкирии, порывы ветра в это время достигали 18-20 метров в секунду. Эти цифры подтвердили и в аэропорту Уфы. В результате инцидента пострадали две девочки. Одна из них обошлась царапинами, вторую доставили в городскую больницу номер 17, где она находится в реанимации в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Прокуратура республики установила, что батут был установлен без разрешения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Лесной пожар в районе Игуэни, Фасгара и Калинас-дель-Кампо-де-Мартин-Мора Толедано в испанской провинции Леон вновь вышел из-под контроля, вызвав серьезные опасения за местной экосистемы и безопасность жителей. Начавшийся еще 8 августа пожар так и не удается взять под контроль. К сегодняшнему дню огонь достиг бывшей шахты, которая может выступить в роли естественного барьера. Однако ветер и сухая растительность продолжают подпитывать пламя, делая пожар неконтролируемым на отдельных участках. Общая площадь, охваченная огнем, превышает 1000 гектаров. В общей сложности эвакуировано более 1500 человек из 13 населенных пунктов в провинции Леон. Из-за сложности рельефа основное пожаротушение происходит с воздуха, работает 5 вертолетных бригад. На Дальнем Востоке мужчину унесло в Охотское море на бочке из-под топлива. По данным спасателей, ЧП произошло 25 августа в устье реки Тыл. 3 местных жителей на КАМАЗе пытались преодолеть реку вброд, когда начался мощный прилив. Машину быстро залило водой, мотор заглох. 2 мужчин сумели выбраться, а водитель заметил, что из кузова уносит топливную емкость. Сафронов бросился в воду, догнал 200-литровую бочку и забрался на нее, однако течение быстро вынесло его в море. Спутники потеряли его из виду в темноте и вызвали спасателей. Поиски ведутся уже несколько дней с помощью авиации. Обследовано около 25 квадратных километров акватории и прибрежной зоны, однако мужчину пока не удалось обнаружить. Мужчина жил в поселке Тором, работал в управляющей компании и воспитывал 2 маленьких сыновей. Интенсивные муссонные дожди продолжают сеять хаос в северных штатах Индии, вызывая масштабные наводнения в Пенджабе, Джамму и Кашмире, а также Чхаттисгархе. Реки Рави, Сатледж и Ченаб достигли критических уровней. Плотина Рави в Далхаузе, в районе Чамба, зафиксировала опасно высокий уровень воды, что заставило власти призвать население к немедленной эвакуации. Наводнения начались в начале августа, но усилились с 24 по 27 августа из-за обильных дождей в Гималаях и Джамму и Кашмире. По данным Индийского метеорологического департамента, в Джамму выпало более 250 мм осадков за 20 часов. Это 2-й по величине показатель за август за последние 115 лет. Реки Рави, Сатледж и Ченаб, питаемые дождями в Химачал-Прадеш и Джамму и Кашмире, вышли из берегов. Власти открыли шлюзы плотин, чтобы предотвратить переполнение, что привело к резкому подъему уровня воды ниже по течению и наводнениям. Власти Пенджаба эвакуировали 1000 жителей из прибрежных зон, включая Лахор и прилегающие районы. В Джамму и Кашмире наводнения осложняются оползнями. 27 августа в Джамму обрушился 4-й мост через реку Тави, возле Бхагвати-Нагар, когда на нем находился плотный поток машин. Движение на мосту приостановилось, обошлось без жертв. К 28 августа более 150 тысяч человек было эвакуировано в Пенджабе. В Джамму и Кашмире – 1000 из прибрежных зон. Отменены 90 железнодорожных маршрутов, в целях безопасности власти закрыли до 30 августа все школы. В штате Вайоминг уже неделю полыхают 2 крупных лесных пожара – Далр Лейк Файр и Уиллоу Крик Файр, которые распространяются с высокой скоростью. К 28 августа пожары угрожают более чем 10 населенным пунктам и объектам. Общая площадь, пройденная огнем, уже превысила 7200 гектаров. Локализация огня не превышает 12%. Эвакуированы 1000 жителей, и по мере продвижения пламени под эвакуацию попадает все больше населенных пунктов. Власти объявили чрезвычайное положение. К тушению привлекли более 520 пожарных, активно используется авиация, а также бульдозеры для создания минерализованных полос. В
Химках Московской области 27 августа произошел прорыв теплотрассы на улице Совхозной в микрорайоне Левобережный. Инцидент случился во время плановых испытаний теплосетей. Утром того дня под давлением горячая вода с паром начала бить фонтанами из-под земли сразу в двух местах, рядом с жилым домом номер 14 и в близлежащем парке «Экоберег». Мощные струи кипятка пробили асфальт и поднялись на высоту до 9-го этажа. Пар окутал улицу, вода затопила проезжую часть, тротуары и дворы, повредив несколько автомобилей. По данным экстренных служб, в результате прорыва пострадал один человек, водитель автомобиля «Газель», который пытался эвакуировать машину с парковки. Он получил термические ожоги обеих ног средней степени тяжести и был госпитализирован. Бригада специалистов Мосэнерго перекрыла поврежденный участок и начала ремонт. В штате Аруначал-Прадеш в районе Таванга произошел обвал горных пород. Обильные муссонные дожди спровоцировали обвал скал на шоссе Балмпара-Чередуар-Таванг в округе Западный Каменг. Около 120 метров дороги между Дирангом и Тавангом оказались заблокированы. На видео с места событий видно, как огромные валуны падают с холма прямо на дорогу и автомобили. Некоторые водители успели развернуться и уехать, но 2 автомобиля остались и пострадали от ударов камней. Все пассажиры живые, без серьезных травм. Местные власти направили бригады с техникой для разбора завалов. Работы прочистки шли всю ночь, и к 15 часам следующего дня движение было восстановлено. В районе озера Ат-Табат в долине Хунза в Пакистане, недалеко от Каракарумского шоссе, произошел масштабный обвал горных пород, который повредил участок шоссе и создал угрозу для туристической инфраструктуры. По данным местных властей, жертв и пострадавших нет, но эвакуация жителей и туристов из близлежащих поселений продолжается из-за риска новых обвалов. Озеро Ат-Табат образовалось в январе 2010 года после оползня, который перекрыл реку Хунза и создал естественную плотину. С тех пор озеро стало туристической достопримечательностью, привлекая тысячи посетителей благодаря бирюзовым водам и живописным видам. Однако горный рельеф и сезонные дожди делают район уязвимым. Движение по Каракарумскому шоссе ограничено, ведутся работы по расчистке завалов. Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий направило бригады для восстановления дороги и мониторинга склонов. Провинция Майхонг-Сон в северном Таиланде пострадала от наводнений, вызванных интенсивными ночными дождями от остатков тропического шторма Каджики. 27 августа ситуация особенно обострилась в Тамбон-Пхабонг в округе Муанг. Ливни привели к переполнению ручья Тамкхон и рек Мэджа и Мэ-Самет. Это вызвало внезапные потоки воды, которые затопили дома, дороги и сельскохозяйственные угодья. Наводнение затронуло 3 района, пострадали 8 деревень. Это самое сильное наводнение в регионе за последние 20 лет. Наводнения распространились и на соседние районы. В целом по провинции эвакуировано более 100 человек из 182 домохозяйств в 136 деревнях. Перекрыты дороги, целый ряд туристических объектов недоступен. Друзья, наш выпуск подошел к концу. Подписывайтесь и увидимся уже завтра. Нам будет еще о чем рассказать вам.